есть обрезки трикотажа. Такой хороший нежный трикотаж. И вполне из них можно сшить трусики для девочки. И скомбинировать. Можно полностью из одной ткани сделать, можно скомбинировать, потому что здесь вот есть два отрезочка. И вполне подойдут. Прежде нам нужна выкройка, да? Вот я скачала выкройку из интернета. Ссылка на эту выкройку в описании под видео. Но здесь такой нюанс. Вот здесь спинка, вот здесь передняя часть. Если мы возьмем этот размер четко по объему бедер, то трусики будут сваливаться. Все трикотажные трусики шьются, так скажем, с натягом. Поэтому нам надо посмотреть, какой коэффициент растяжения у ткани. И учитывая этот коэффициент, узнать, зная обхват бедер, узнать, какой здесь должен быть размер. Что я имею в виду? Как считается коэффициент растяжения? Вот трикотаж. Это долевая, вот это поперечная. Закалываем булавочку. Отмеряем 10 сантиметров. Ставим еще одну булавочку. Придерживаем вот эту. И начинаем вот эту булавку и 0 на линейке. Придерживаем и начинаем растягивать трикотаж. Вот он у меня так комфортно достаточно натянулся. Совсем вытягивать не надо. Рисуночек должен остаться. Получилось 11,7 сантиметров. Первоначальное значение 10. Делим на то, что у нас получилось, на 11,7. И вот сейчас у нас получается коэффициент растяжения. 10 делим на 11,7. 0,85. У каждого трикотажа, у каждой в отдельности свой коэффициент растяжения. Поэтому на мой не ориентируйтесь, это принцип, как его рассчитывать. Вот, если у моей девочки объем бедер 68, умножаем на 0,85, 68 умножить на 0,85, получается 57,8. Что это за размер, который получился 57,8? Это вот как раз размер трусиков. Я так делаю, чтобы легче было измерить. Так, 57,8 делим пополам, 29 сантиметров. Сейчас надо найти, какой из этих размеров соответствует 29 сантиметрам. Вот этот размер. Если вам нет никакой возможности, допустим, распечатать выкройку или еще какие-то причины, возьмите трусики, те, которые очень хорошо подходят вашему ребенку, и аккуратненько снимите с нее выкройку. Она будет не очень точная, но тем не менее, ну как вариант, подойдет. Здесь 3 детали. Передняя часть со сгибом, задняя часть со сгибом и ластовица тоже со сгибом. Ластовицы выкраиваются 2 детали. Выкройка готова. Я начинаю кроить. Я буду делать комбинированный. Я сразу сошью несколько штук. Ну, покажу, наверное, комбинированные. Это доливаем. Везде оставляем. Я буду обрабатывать резинкой с фестончатым краем. И поэтому везде
Здесь чуть-чуть, чтобы не промахнуться. Оставляю припуск 0,7 сантиметра. Спинка. По 0,7 сантиметров оставляем. И сразу отмечаем здесь середину. Здесь будем пришивать ластовицу. Отмечаем середину. Теперь выкраиваем ластовицу. Их должно быть две. Наружную часть из этого или из этого материала. Точно так же припуск на шов везде 7 миллиметров. Отмечаем середину. Внутреннюю ластовицу, та, которая к телу, можно из этого же материала. Главное, что она должна быть хлопчатобумажная. Можно из этого же материала, можно из белого. Вот теперь внутренняя ластовица, наружная, полочка и спинка. Начинаем с того, что мы пришиваем ластовицу. Раскладываем, чтобы все детали лицевой стороной были в одну сторону. Складываем. Вот меточки у нас есть середины. Совмещаем. Переворачиваем. И теперь нам надо внутреннюю ластовицу. Но внутренняя ластовица, после того, как будет пришита, лицевая сторона должна быть там. Поэтому лицевая сторона ластовицы к изнаночной стороне трусиков. Проверяем. Когда мы пришьем и вывернем, лицевая сторона будет снаружи. И прикалываем. После того, как мы прикололи, обычная строчка на обычной машине, но трикотажной иглой, не забывайте, трикотаж шьется трикотажной иглой, иначе машина будет рвать нитки или пропускать стежки. Ну, может очень даже капризничать. Делаем обычную прямую строчку. Таким образом прошила с этой стороны, с этой, и вот получилась такая конструкция. Теперь мы выворачиваем. Выворачиваем, и обязательно надо прогладить. Прогладила. Здесь я сделала технологическую строчку, соединила ластовицу внутреннюю, ластовицу наружную, для того, чтобы во время шитья они не съезжали. Потом эта строчка удаляется. Теперь нам надо обработать срезы под ног. Это я буду делать вот такой вот резинкой с фестончатым краем. Такая совершенно чудесная, красивая, смотрится очень красиво. Самый распространенный способ, как это делается. Дело в том, что резинка должна иметь небольшое натяжение, 10%. Поэтому нам надо ее пришить равномерно. Как это сделать? Самый распространенный способ. Берем сантиметровую ленту, измеряем. Делим на 4 отрезка. Ставим метки. 4 отрезка.
От этого размера убавляем 10%, отрезаем резинку. Резинку отрезали. Точно так же делим ее на 4 равные части, совмещаем метки и начинаем пришивать. Ну, у нас получится с небольшим зигзагом, с натягом. Я вам сейчас покажу очень простой, легкий и быстрый, эффективный, в общем, масса эпитетов, способ, как быстро, легко и равномерно с равномерным натяжением пришить резинку. Можно плавочком, хоть. Резинка пришивается в 2 этапа. Первый этап. Берем резинку, находим у нее лицевую сторону. Ну, какая вам больше нравится, та лицевая. Берем резинку. Лицевой стороной резинки прикладываем к лицевой стороне изделия. Делаем закрепочку. Пришивать мы будем только, вот здесь резинка, а есть фестоны. В край резинки фестончики у нас будут на отлете. Делаем закрепочку, а дальше с натяжением начинаем пришивать. Зигзаг вначале ставим обыкновенный зигзаг, мелкий шаг 2 и мелкая ширина зигзага, двоечка. А как натягивать, сейчас я вам покажу. Здесь я приклеила, вот на эту штучку приклеила малярный скотч. От иголки отмерила 9 сантиметров и 10 сантиметров поставила метки. Между 9 и 10 сантиметр это как раз разница в длине 10%. Край резиночки с краем изделия. Опускаем иголку. Все, теперь опустили иголку. Смотрите, что дальше делаем. Ткань 10 сантиметров, резинка 9 сантиметров, натягиваем, и вот вам натяжение 10%. Немножко подтягивая резинку сзади, строчим. Остановиться можем в любом месте. И снова 10 сантиметров. 9 сантиметров, подтягиваем, укладываем, край совмещаем. И вот получился мелкий зигзаг, который держит. Если здесь ткань будет торчать, мы ее просто срежем. И так до конца. Левую ножку и правую ножку. Пришила с этой стороны и с этой. Теперь мы выворачиваем вот таким вот образом и прокладываем здесь строчку, трехступенчатый зигзаг. На всех современных машинах она есть. Шаг 2, ширина стежка максимальная. Первый раз прошили зигзагом. Если немножко ткань торчит, ее можно обрезать. Выворачиваем таким образом. Все это наизнанку выворачиваем. И это нам надо пристрочить строчкой трехступенчатый зигзаг. Так, красивая строчка, которая дает возможность растягиваться. И получается вот такая обработка. Вот так получилось. Теперь нам надо сшить боковые швы. Зашиваем бока на оверлоке или на швейной машинке. Прострочила. Теперь вот эти оверлочные нитки мы не обрезаем. Нам их надо заправить в оверлочную строчку.
Можно при помощи петлеподнимателя. Можно при помощи иголки с большим ушком. Можно вязальный крючок взять. И вот этот кончик уже можно обрезать. После этого нам надо поставить закрепку. Все припуски на шов переносим, выворачиваем назад, делаем мелкий-мелкий зигзаг. Закрепка — это делаем строчку взад-вперед несколько раз. И все, и все швы у нас будут смотреть назад. После этого надо пришить резинки по поясу точно так же, как мы пришивали на срезе ног. Трусики готовы. Теперь их можно украсить бантиком. Этот бантик можно купить в магазине, а можно сделать из ленточки. Бантик сделали, и теперь бусинку. Теперь находим середину. И пришиваем. Вот и все. Трусики готовы. Когда я их шила, я представляла, как ребенок это оденет, как они ему будут нравиться. Я получала уже от этого огромное удовольствие. Пишите свое мнение, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.